Привет, Солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Меня зовут Дора, и сегодня я хочу вам показать новые лайфхаки для обустройства в Тока Бока. Если вдруг вы сейчас обустраиваете какой-нибудь домик, но у вас совсем нет идей, то я уверена, что это видео вам поможет. Потому что сегодня я собрала для вас самые интересные идеи и лайфхаки для обустройства, которые я знаю. Так что, ребятки, заваривайте чаек, приготавливайте вкусняшки, но мы и начинаем! Сначала я вам хочу показать два лайфхака с этим стеллажом, чтобы сделать его как-то интереснее. Для первого варианта нам нужно достать вот такую тумбочку и поставить ее возле стеллажа. Получается у нас снизу такая цветная тумбочка, как будто мы ее сами разукрасили. А во втором варианте мы добавляем в свободное место дополнительные вешалки, тем самым у нас получается намного больше места, чтобы вешать одежду. Хочу показать вам несколько интересных лайфхаков для растений. Берем вот такое деревце с желтым горшком, ставим возле него такую деревянную коробку и добавляем туда разные растения. По-моему, получается довольно интересно. Кстати, такую конструкцию можно делать с любыми растениями. Можно вот сюда также поставить. Или сюда. О, кстати, так даже намного круче выглядит. Немного необычный вариант. Достаем вот такую подставку для столовых приборов и добавляем туда какие-нибудь маленькие растения. Вот что у меня вышло. Также можно взять еще вот такую большую корзинку и тоже запихать туда какие-нибудь растения. Такие корзинки можно поставить себе на полочку в виде декора или оставить на балконе. Небольшая идея для вашего коврика. Берем вот такое большое розовое сердечко, сверху добавляем красное сердечко поменьше и сверху сердечко еще меньше. И вот такой красивый коврик у нас получился. И сейчас я вам покажу идею для бесплатной версии, как можно сделать камин. Достаем обычный телевизор, включаем здесь заставку камина, вот она. Теперь ставим вокруг стеллажи. Добавляем коробку с различными растениями и ставим ее вот сюда. Сверху еще можно сделать вот такую полочку. Вот и все, у нас получился настоящий камин, как будто он даже не с телевизора. Вам остается расставить сюда только свои предметы, и это будет смотреться очень красиво. Теперь хочу вам показать, как можно красиво организовать свой холодильник. Я всегда сама пользуюсь этим лайфхаком, и мне кажется, что это очень удобно. Достаем любой холодильник и заполняем полки вот такими корзинками. Теперь распределяем в них продукты. Например, в первую корзинку я решила положить овощи. Во второй корзинке у меня будут лежать фрукты. Ну а в третьей различные сладости. Рядом ставим любые напитки, и вот и все. Теперь у нас полностью организован холодильник, продукты не разбросаны, а самое главное, что это выглядит очень красиво. Так что пользуйтесь. А вы знали, что у этой свечки в виде цветочка можно забрать подставку и использовать ее для своих целей? Например, ее можно использовать как подставку для кружки или напитков. А еще это может служить подставкой для вашей канцелярии или, например, как у меня, кисточек для макияжа. Очень красивая, на мой взгляд, идея для вашей ванной комнаты. Ставим возле раковины такую тумбочку. Добавляем зеленый коврик и несколько растений. Конечно же, нам еще не хватает зеркала, которое мы украшаем гирляндами, ну или другими на ваш вкус лампочками. Добавляем косметику или уходовые средства, и у нас получается такая ванна в зеленом стиле. И мои обои, кстати, сюда идеально подходят. Если у вас в Тока Бока есть дети, то эта идея точно для вас. Из раздела столов достаем вот такой столик. Добавляем сюда подушки любых цветов. И теперь добавляем какие-нибудь игрушки, чтобы дети могли с ними играть. И в итоге у нас получается вот такой детский уголок, где вы можете спокойно оставить своего ребенка и уйти по делам. Возможно, многие этот лайфхак уже знают, но все же я хочу вам показать то, что кроватям можно делать красивые спинки с помощью других предметов. Например, сзади этой белой кровати можно поставить вот такую лампочку в виде мишки, и это будет красиво смотреться. Она просто идеально сюда подходит. Для белой кровати также подойдет кресло в виде котика или в виде собачки. А еще можно подставить кроватку для животных, и это тоже будет смотреться красиво. Ну а для красной кровати идеально подойдет вот это красное кресло-лисичка. Вы знали, что у этой детской горки можно сделать красивое окошко? Достаем телевизор и включаем здесь программу «Подводный мир». И теперь ставим его так, чтобы телевизор было видно в окошке. Вот и все, посмотрите, как красиво это выглядит, как будто там реально подводный мир. Вместо телевизора, кстати, также можно подставить какие-нибудь картины. По-моему, тоже смотрится очень интересно. О, смотрите, как идеально сюда вписывается этот плакат. Теперь в окошке виден магический шар. Еще можно голову этого чудика подставить, тоже прикольно. Если вдруг вы живете на пляже, то вот вам небольшая идейка. Берем вот такую пальму и ставим к ней впритык большой светильник в виде пальмы. У нас получается довольно интересно и такое вам дополнительное освещение для острова. Делаем секретное место для ваших персонажей или детей. Достаем вот такое кресло в стене и ставим его на самый верх. А с помощью вот таких полочек делаем типа лестницу, по которым персонажи могут забираться. Та-дам! Теперь сюда могут забираться ваши персонажи. Или это можно сделать каким-нибудь укромным местом для детей. Сюда, кстати, можно прятать какие-нибудь вкусняшки. А чтобы сделать это место еще секретнее, можно закрыть ее шторкой. Все, теперь точно никто не догадается, что вы там можете сидеть. Кстати, если у вас вдруг в игре нет вот такого зеркала, то вы можете сделать его сами. Берем вот такое обычное большое зеркало
И ставим по бокам вот такую гирлянду. Можно сверху, например, добавить еще вот такие тучки. Ну и, конечно, надо добавить какие-нибудь растения. Вот и все, вы сами сделали такое красивое зеркало, и, по-моему, оно тоже смотрится хорошо. Теперь хочу вам показать идею для барной стойки. Берем саму барную стойку, добавляем сюда ширму и стульчики. По-моему, идея очень простая, но все равно это добавляет какой-то интерес для вашего обустройства. А сейчас я вам хочу показать, как сделать клетку для птиц. Если у вас в Токе живет дома попугай, то я думаю, вам это будет актуально. Делаем конструкцию, которая показана на видео. Кстати, желательно делать это все возле стены. Если у вас нет птиц, то вы можете забрать их на этой локации, но я каких-то не очень красивых забрала. Наверное, если поискать по миру, то можно найти получше. А также нужно зайти вот на эту локацию, чтобы забрать питание. Возвращаемся, красивенько здесь все расставляем. Теперь закрываем все это стеклом. И у нас получается вот такой уголок для домашних птиц. Сделаем еще одно местечко для ваших домашних животных, которое можно использовать для котов, собак или кроликов. Ну или других домашних животных. Берем вот такую тумбочку, а сюда ставим такой заборчик. Желательно делать это тоже все возле стены. Теперь тоже красиво обустраиваем это место. И про игрушки тоже не забываем. А на тумбочку можно поставить корм и также уходовые средства для вашего питомца. Вот и все. Теперь для вашего питомца есть такой небольшой загончик, в котором он может сидеть, пока вы, например, куда-нибудь уходите. Мне кажется, лучше всего это место подойдет для кроликов, нежели собак или кошек. Но, в общем, это уже ваше дело, кто у вас здесь будет жить. Покажу идею, как можно красиво обыграть кровать. Берем кровать и добавляем сюда лианы. Также не забываем цветочки и еще одну лиану сверху. А посередину можно добавить телевизор или какие-нибудь картинки. Мне кажется, растений много не бывает. Знаете, можно еще добавить вот такие фонарики в пол. По-моему, будет прикольно. В общем, такую я сейчас придумала идею для кровати. Конечно, я сделала все это на скорую руку, но вы можете это переделать под себя. Мне кажется, у вас получится очень красиво. Так что вы можете брать эту идею для своей комнаты. Достаем вот такую двойную полку. Заходим в растение, берем отсюда такую же полку и ставим ее сверху. Должно это выглядеть примерно вот так. И в итоге получается, что первая полка у нас просто такая декоративная, а на вторую вы можете что-то поставить. Это смотрится довольно красиво. Идея для вашего рабочего места. Берем вот такую скамейку с крючками. Впритык ставим барную стойку белого цвета, ну и, конечно, стульчик. В принципе, все, рабочее место готово. Теперь просто оформляем его так, как вам нравится. Расставляем канцелярию, а на крючки можно повесить различные картинки, фотографии и рисунки. Конечно же, украшаем рабочее место, добавляем гирлянду, растения и так далее. И сверху я еще решила добавить полочку. В общем, это мой вариант оформления данного рабочего места. Вы можете сделать немного по-другому, так что экспериментируйте. Ну и последний лайфхак на сегодня будет с холодильником. Если вдруг вам не нравится этот холодильник, но вы все равно хотите, чтобы у вас были напитки справа, то тогда берем любой понравившийся вам холодильник и ставим его впритык. Но видите, наш холодильник немного поменьше, поэтому эту несостыковку мы, конечно же, закроем растениями. Вот и все. Теперь вы абсолютно любой холодильник можете сделать с напитками. Ну что ж, солнышко, на этом все. Очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Надеюсь, что мои лайфхаки и идеи были вам полезны, и вы будете ими пользоваться. Пишите, что вам понравилось больше всего, и я обязательно прочитаю ваши комментарии. Большое спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. А также не забывайте смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Всех люблю и всем пока-пока!